Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале, и сегодня у нас будет мастер-класс по плетению шляпки. Вот такую черную шляпу мы сегодня вместе с вами сплетем. Кстати, не забывайте подписываться на мой канал, а также ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Итак, для работы нам понадобятся нитки. Не обращайте внимания, капрон постоянно у меня распускается, поэтому выглядит не очень презентабельно. А также для того, чтобы работа была более плотной, я буду использовать Мадейру номер 40. Цвет темно-серый, графит. Также нам понадобится пара челноков и маленький тонкий крючок, у меня 0,6. И хочу показать вам, в каком порядке мы будем плести изделие. Мы вначале сплетем третий ряд, потом второй, первый, четвертый и края шляпы. Для этого нам понадобится пара челноков. Ну и по традиции сбоку я буду прописывать сразу полностью схему, а потом отдельно показывать процесс ее плетения. Ну что, вот смотрите, у меня намотаны, получается, Мадейра и капрон. Делаем вначале узелок и начинаем плетение. Первое кольцо у нас плетется по схеме 8 пико 8. Да, заправлять концы ниток вместе с Мадейрой очень сложно. Ну, затягивается, кстати, вполне себе обычно. Я думаю, как-то это будет немножко по-другому. И смотрите, колечко приобрело небольшой металлический оттенок. И выглядит довольно интересно. Далее, все тем же челноком мы начинаем плести следующее колечко, которое будет состоять из 6 пико, 6 пико, 6 пико, 6. И не забываем, что теперь нам после первых сплетенных 6 узлов нужно будет выполнить соединение за пико от предыдущего колечка. Сплели 6 узлов и теперь аккуратно выполняем соединение. Далее плетем 6 пико, 6 пико, 6. После этого колечко можно затянуть. Итак, второе колечко у нас тоже готово. Теперь мы плетем еще второе такое же колечко по схеме 8 пико 8. И не забываем, что мы должны будем его присоединить за вот это боковое пико. Сплели первых 8 узелков и выполняем соединение. Доплетаем вторую половину колечка. Еще 8 узелков. Далее мы меняем челноки местами и плетем уже, получается, вторым челноком. Плести будем дугу, то есть она у нас небольшая. Ну а также при ее плетении не забываем заправить концы нити. И вот, посмотрите, дуга у меня закончена. Далее мы снова переворачиваем работу местами. Перекрутила я, правда, 2 раза. И плетем следующее колечко по схеме 6 пико, 6 пико, 6 пико, 6. Начинаем плетение с первых 6 узлов.
После этого мы должны будем выполнить соединение за пико вот здесь от предыдущего мотива. Аккуратно проходимся через пико, подхватываем нить и выполняем соединение. Тут самое главное следить, чтобы у вас было 2 ниточки, чтобы вы не забыли одну из них. Подтягиваем и плетем далее. 6 пико, 6 пико, 6. Итак, мотив у нас сплетен, то есть основная часть мотива у нас сплетена. Далее мы плетем опять такую же дугу, то есть 3 пико 3. Меняем челноки местами, и далее схема у нас будет повторяться. То есть вначале мы будем плести кольца с наложенными сверху колечками дополнительными, а потом следом обычное колечко. И так будем чередовать, пока у нас не получится всего 8 колец. То есть 4 с дополнительными колечками и 4 обычных. Весь процесс плетения показывать, я думаю, нет смысла, потому что схема простая, с ней должны справиться даже новички. Основной принцип плетения я вам показала. Отдельно покажу вам момент, где я буду соединять последнее и первое колечко. Все. А так, в принципе, в плетении у вас возникнуть вопросы не должны. Итак, посмотрите, я почти закончила плетение своего ряда. Он у меня немножко загибается, но это ничего страшного. Смотрите, я плету последнее колечко, 6 пико, соединилась, естественно, с предыдущим. Далее еще 6 узлов, пико, 6, и теперь мы должны будем соединиться с первым колечком. Для этого я подкладываю работу и начинаю проходиться за пико. Я переворачиваю 2 раза, потому что мне здесь будет неудобно сделать перевороты через такое плотное плетение. И теперь нам остается лишь доплести еще последних 6 узелков. У меня закончилась нить, поэтому буду доплетать руками. Ничего не поделаешь, потому что осталось всего лишь последнее колечко. Конечно же, скорость плетения руками вообще ни в какое сравнение идет со скоростью плетения обычным челноком. Чтобы не занимать ваше время, я вернусь к вам, когда у меня будет полностью закончен ряд. Ну что, мотив я закончила плести. Вот, посмотрите, насколько он у меня сильно выгибается. Это даже очень хорошо для такой работы, потому что мы плетем не в плоскость, а именно в объем. Далее мы будем плести второй ряд. Опять-таки я здесь сбоку пропишу вам полностью схему сразу. Ну и хочу дополнительно также показать, как выглядит второй ряд. То есть здесь, смотрите, мы будем чередовать рисунок. Ну что, мы начинаем плетение следующего ряда. Для этого нам понадобится снова 2 челнока. Связываем 2 конца нити. И начинаем плетение. Первое колечко у нас будет плестись по схеме 8 пико 8, то есть как и в предыдущем ряду. Колечко у нас готово. Следующее кольцо плетем по схеме 5 пико, 3 пико, 3 пико, 3 пико, 5. Сплетем в начале первых 5 узелков. Далее выполняем соединение за пико от предыдущего колечка. Плетем 3 узла.
после этого мы должны взять наш ранее сплетенный мотив. То есть, посмотрите, мы будем выполнять соединение за пико, который у нас есть на дугах. То есть вот раз пико и 2 пико вот здесь. То есть теперь мы должны будем выполнить соединение за одно из пико. И смотрите, здесь есть еще один нюанс, что если у вас мотив идет с наложением колец 8 пико 8, то вам нужно соединяться с кольцом, который у вас внизу будет без колечек. Рисунок у вас шел в шахматном порядке. Вот смотрите, у меня здесь нет колец по бокам, значит, в это место я и буду соединяться. Итак, я выполнила одно соединение. Теперь плету снова 3 узелка. И далее я выполняю второе соединение, то есть за следующую дугу, вот здесь. Вот я вам покажу. То есть вот колечко у нас обычное, без наложения узелков. И здесь мы будем проходиться в дугу. Далее мы доплетаем работу 3 пико 5. То есть работа у вас должна уже выглядеть вот таким образом. Следующий мы плетем колечко 8 пико 8 и присоединяемся за наше предыдущее кольцо. Здесь у нас есть пико. Работу я складываю, чтобы было мне комфортнее плести. Я сплела первых 8 узелков и теперь выполню соединение. Доплетаю вторую часть колечка, 8 узелков. Колечко у нас сплетено и затянуто. Далее мы переворачиваем работу и меняем челноки местами и будем плести дугу 3 пико 3. Итак, дуга у нас готова. Меняем челноки местами и плетем колечко по схеме 5 пико, 2 пико, 2 пико 5. После первых 5 узелков мы выполним соединение за предыдущее кольцо. Вот смотрите, на стыке колечко 8 пико 8 и большого кольца у нас здесь есть пико, в который мы еще раз пройдемся для того, чтобы соединить наше колечко, которое мы сейчас плетем. Соединяем, хорошенько подтягиваем и плетем 2 узла. Ну а здесь мы должны будем соединиться не за дуги, а именно за основание колечка нижнего. То есть смотрите, у нас на стыке кольца и дуг есть небольшое отверстие. Вот сюда как раз таки мы выполним соединение. Далее плетем еще 2 узла, делаем небольшое соединительное пико и 5 узлов. После этого колечко затягиваем. Посмотрите, плотность плетения довольно большая. То есть вот я специально подкладываю палец, чтобы было лучше вам видно,
что там сейчас происходит. Нитки еще темные, я надеюсь, что схема, которую я прикрепляю вам сбоку, вам поможет в плетении. Далее мы меняем челноки местами и снова плетем такую же дугу, как и между первым и вторым парой колец. Дуга у нас плетется по схеме 3 пико 3. После того, как вы сплели дугу, мы повторяем все те же мотивы. То есть вначале мы плетем колечко 8 пико 8, далее большое кольцо соединяем его с нижними дугами от первого ряда, опять кольцо 8 пико 8 и так по кругу. Всего у нас должно получиться 8 колечек. Я вернусь к вам уже, когда у меня будет готов второй ряд. Итак, я закончила плетение второго ряда. Теперь нам осталось сплести верхушку. Мы начинаем плести первый ряд. Вначале у нас идет колечко 8 пико 8. И снова обращайте внимание, что везде у меня сбоку заранее полностью прописана для вас схема, чтобы было удобнее плести. Далее, следующее колечко у нас плетется по схеме 6 пико, 5 пико, 2 пико, 5 пико, 6. И смотрите, вам нужно вначале сплести 6 узелков. После этого мы выполняем соединение за пико от предыдущего колечка. Далее плетем 5 узлов. После этого нам нужно взять нашу работу, и мы будем соединяться за наш второй ряд, за пико, который у нас здесь есть на дугах. При этом соединяться мы будем между, получается, парными колечками. То есть мы будем соединяться вот за вот это место и вот это. Аккуратно проходимся за пико. После этого я плету 2 узла и выполняю соединение за второе пико на второй дуге. Верхний ряд у нас будет состоять из 4 одинаковых колец. Вот, посмотрите, готовый мотив. Вот как раз таки про эти мотивы я и имею в виду. То есть таких нам нужно сплести 4 штуки. Далее мы меняем челноки местами, плетем дугу, которая будет состоять всего лишь из 2 узлов. Сплели, далее снова меняем челноки местами и делаем повтор мотива. То есть далее вы будете плести колечко 8 пико 8 и соединяться с вот этим пико. После этого вы сплетете большое колечко и присоединитесь за второй ряд и так далее по кругу. И не забываем также, что последнее колечко в мотиве мы всегда соединяем и с первым. А я уже вернусь к вам, когда у меня будет полностью готов ряд. Вот у меня готов еще один ряд верхний. Посмотрите, как блестит работа. Мне очень нравится, как получается, потому что все-таки пробник у меня был с небольшой ошибкой. Я ее в схеме уже здесь исправила, и работа выглядит намного аккуратнее. Кстати, по вашему желанию вы можете оставить, например, высоту шляпы уже вот такой. То есть мы можем закончить уже на этом ряду. И скорее всего я именно так и сделаю, а пробник оставлю более длинным. Теперь мы будем плести именно полы шляпы. Начинаем плетение с первого колечка. 10 пико 10. Далее мы сплетем второе колечко. Плетем по схеме 7 пико, 5 пико, 5 пико, 7. Начинаем плетение мы с первых 7 узлов. Далее мы выполняем соединение за пико от предыдущего колечка.
плетем 5 узлов. И теперь мы должны взять ранее сплетенную основу. То есть вот она. Соединяться мы будем за пико от колец. Подкладываем основу и аккуратно выполняем соединение. Далее мы доплетаем колечко до конца, то есть мы плетем еще 5 узлов, делаем небольшое соединительное пико и 7 узлов, колечко затягиваем. Итак, далее мы плетем кольцо опять 10 пико 10 и не забываем присоединиться после первых сплетенных 10 узлов за пико от предыдущего колечка. Итак, мотив готов. Теперь мы переворачиваем и меняем челноки местами. Дуга у нас будет состоять из 10 пико 10. Итак, следующее мы плетем колечко 7 пико 7. Плетем в начале первых 7 узелков. А далее мы будем выполнять соединение за пико, который у нас есть на нашей основе, то есть следующее колечко вот здесь. Далее доплетаем еще 7 узлов. Вот смотрите, что у нас получается. Теперь другим челноком мы должны сплести тоже кольцо, состоящее из 7 пико 7. Такой прием называется кольцо на дуге. Итак, вот результат. Далее мы снова будем плести дугу. Она также будет состоять из 10 пико 10. Дуга готова. Вот, посмотрите на результат. Далее у нас мотивы будут повторяться. То есть вначале мы плетем мотив из 3 листников. Далее плетем дугу, кольца на каждый из челноков. То есть кольцо на дуге и просто кольцо с соединением. И так по кругу. Всего вы должны сплести 8 соединений. Теперь я уже к вам вернусь, когда у меня будет готов первый ряд нашей шляпки. И покажу, как сплести второй. Так, я закончила плетение следующего ряда. Вот, посмотрите, как сейчас шляпа у меня выглядит. Теперь мы начнем плести последний завершающий ряд в полях. Итак, откладываем пока ее в сторону. Нам понадобится все так же 2 челнока. Связываем челноки между собой и начинаем плетение. Первое колечко у нас будет плестись по схеме 4 пико 4. Но при этом вы должны сплести в начале первых 4 узла, заправить в них кончик нити, который у нас здесь есть. И после первых 4 узлов мы выполним соединение с нашим ранее сплетенным мотивом. Я сейчас покажу, как это делается. Итак, первых 4 узла у нас готовы. Мы берем нашу шляпку и будем выполнять соединение. Смотрите, соединяться мы будем за мотивы, которые у нас здесь вот с 3 листником. То есть вот в это место, в основании колечек. Аккуратно проходимся и выполняем соединение.
Далее мы доплетаем еще 4 узла. Вот такое вот маленькое колечко у вас должно получиться. Далее мы меняем челноки местами. Мы будем плести дугу. Дуга у нас будет состоять из 11 узлов. Далее мы будем выполнять соединение за пико и еще доплетать 11 узлов. Так, плетем полных 11 узлов. Далее мы будем выполнять соединение за пико. Вот оно у нас здесь есть на дуге. Далее продолжаем плетение, выполняем еще полных 11 узелков. Теперь мы будем выполнять соединение за пико от нашего колечка 7 пико 7 с предыдущего ряда. Точно так же я прохожусь через пико, подхватываю нить. Далее мы плетем еще 11 узелков. И снова мы выполняем соединение за пико на дуге от предыдущего ряда. После этого мы сплетем еще 11 узлов и будем уже плести маленькое колечко 4 пико 4. Вот, пожалуйста, дуга у нас здесь готова. Меняем челноки местами и выполняем плетение колечка 4 пико 4. Не забываем, что после первых сплетенных 4 узлов мы должны будем выполнить соединение за предыдущий ряд, за основание колец. Доплетаем еще 4 узелка и затягиваем кольцо. Ну что, я закончила плетение моей шляпы. Посмотрите, какая она у меня получилась. Вот поля достаточно ажурные, и вот так вот она выглядит сверху. Мне кажется, вот этот вариант даже больше походит на шляпу, чем мой первый пробник. Для сравнения, посмотрите, вот это первый мой пробник. Я специально сняла ленточку, чтобы было более видно разницу. И вот второй. Ну, мне кажется, все-таки вот это больше какая-то такая волшебная, что ли, а это больше классическая, либо же, ну, не знаю. Мне нравятся оба варианта. И хочу отметить, что, вот смотрите, вот эту шляпку я плела вегой, а вот эту шляпку я плела уже капроном, толстым капроном с использованием мадейры, как помните, я вначале показала. Поэтому смотрите, насколько у них есть разница. Так что учитывайте это при плетении схемы. От ниток очень многое зависит. Ну что, на этом я хочу попрощаться с вами на сегодня. Я надеюсь, что мастер-класс был интересным и полезным для вас. Пишите в комментариях, какой из вариантов вам понравился больше. А на сегодня я хочу попрощаться с вами. Пока-пока!